Здорово, народ! Вы на канале Тест камуфляжа. Шейша-122. Двусторонний масхалат с двумя интересными камуфляжными рисунками. На момент записи видео он уже не является чем-то новым, и за время своего существования влюбил в себя немало народу. Именно поэтому мне захотелось сделать обзор на эти два рисунка. Данный масхалат был разработан компанией АО НПСФ «Штурм, снаряжение и экипировка» в качестве одного из элементов для экипировки ратник. Впервые мы его увидели на фото с войсковых испытаний на полигоне Алабино Московской области в 2012 году. Тогда еще камуфляжный рисунок имел немного другой вид. А тот вариант, который мы сейчас используем, был принят на вооружение в 2015 году вместе с остальным ратником. Странный момент: под индексом Шейша-122 в комплекте ратник есть два изделия. Первый — это наш масхалат, и второе — это перчатки. Как так получилось, хрен его знает. Как я уже сказал ранее, Шейша-122 — это двухсторонний масхалат. Лицевая сторона у него, условно говоря, зеленая, а изнаночная — серая. Копаясь в интернете, я обнаружил, что официального названия у этих двух расцветок нет. Но на некоторых сайтах я натыкался на информацию, где указывалось, что лицевая сторона имеет название EMR-1, а изнаночная сторона EMR-2. Откуда они это взяли, непонятно. Как по мне, получается полная ерунда. Если уже есть название камуфляжа EMR — единая маскировочная расцветка, то зачем называть другой камуфляж так же, только с представлением циферки? Бред какой-то, ну да ладно. Зеленая сторона масхалата включает в себя 4 цвета. Бежевый цвет фона, светло-зеленый и 2 оттенка темно-зеленого. Рисунок камуфляжа абсолютно идентичен камуфляжу EMR. Это множество маленьких 2-мм пикселей, расположенных по отношению друг к другу как хаотично, так и в плотном скоплении, образуя подобие крупных пятен. Серая сторона масхалата включает в себя также 4 цвета. Древесно-серый цвет фона, коричневый, еле заметный тускло-желтый и темно-угольно-серый. Рисунок камуфляжа также идентичен камуфляжу EMR. Вообще, если непосредственно залезть на сайт производителя масхалата, то можно увидеть, что производитель нам ясно указывает: лицевая сторона для летнего периода, оборотная для демосезонного периода. Из этого выходит, что данный масхалат чем-то напоминает универсальный камуфляж. Что ж, думаю, стоит попробовать это проверить. А еще я сравню его с обычным EMR, для того, чтобы понять, есть ли в этом масхалате вообще какой-либо смысл. EMR я возьму тот, который уже неоднократно вмелькал в моих видео. Это вариант, который используется в демосезонных куртке и брюках из комплекта ВКПО. Данная цветовая гамма мне нравится больше, чем в других комплектах формы. В особенности она явно лучше того изумрудного варианта EMR, который был принят на вооружение в 2008 году. Сравнивать камуфляжи буду посезонно, а также покажу, как они смотрятся на заброшке и через гражданский ПНВ. Сразу надо сказать про две особенности. Первое. Свои тесты я снимаю в природной зоне смешанные широколиственные леса, или по-другому в средней полосе. Так что природа видео может отличаться от вашей. И второе. Сделать подробные сравнительные тесты этих двух камуфляжей на протяжении всего года у меня попросту нету времени. Поэтому видео будет использоваться небольшое количество недавно снятого материала плюс старый материал прошлых лет. Народ, а знаете, что обидно? То, что как раз сейчас, когда я готовлю материал к этому видео, у нас тут нарисовались новые EMR. И было бы круто сравнить их со старыми образцами уже сейчас. Но походу, если новинки будут приняты на вооружение и их можно будет свободно приобрести, то придется делать новые сравнительные тесты. И да, я до сих пор искренне не понимаю, почему у нас разные камуфляжные рисунки продолжают называться единой маскировочной расцветкой. Единая маскировочная расцветка и подразумевает, что она одна. Но почему так продолжают называть все камуфляжи данного типа? Ведь ключевое слово здесь расцветка, а расцветки там все разные. Даже если идея в том, чтобы сделать как в камуфляжах ATAX или пин-код, то слово расцветка там явно лишнее. Надо заменить его что-то типа система или паттерн, так будет гораздо уместней. Подразумевая то, что камуфляжи всей серии сделаны по одной технологии, по одному рисунку вот этого 2-мм пикселя. А так, честно говоря, получается какая-то дичь. Народ, хочу напомнить, что у канала нет монетизации, рекламных интеграций и каких-либо спонсоров. Все расходы идут напрямую из кармана автора. Поэтому буду крайне признателен, если поддержите автора рублем. Номер карты в описании под видео. Спасибо.
Поехали. Так как оттенки серого преобладают в серой стороне 6H122, это позволяет камуфляжу хорошо работать на фоне камней и бетона, чего явно не скажешь о зеленом EMR. Вдобавок к этим кадрам покажу еще одни. Это пара кадров на фоне земли и песка, некая имитация работы камуфляжа в окопах. Оба камуфляжа работают слабо. Недостаточно нужного количества бежевых и коричневых оттенков. Модель PNV Leeuwenhoek Digital DNB 300. Как мы видим, зеленая сторона 6H122 и EMR в прибор выглядят практически одинаково. Тогда как по факту зеленая сторона 6H122 гораздо светлее, чем EMR. При этом серая сторона в прибор выглядит очень темной, темнее, чем EMR. Тогда как по факту оба камуфляжа достаточно темные. В весенний период зеленая сторона 6H122 работает хорошо. Однако на более открытых участках местности, ближе к лету, когда зелени становится больше, начинает выделяться. EMR наоборот, в данном случае работает лучше. Однако в лесистой местности за счет своих темных оттенков выглядит похуже.
Вот тут непростой выбор. Зеленая сторона 66122 очень светлая, а EMR очень темный. При этом на более открытых участках местности на фоне уже начавшей желтеть травы 66122 выглядит поуверенней. Но в остальном, на мой взгляд, EMR смотрится чуть лучше. Похоже на паритет. Я как-то в видео про мультикам и EMR озвучивал мнение, что EMR не работает в межсезонье, в тайге и в смешанных лесах. Так вот, если в смешанном лесу EMR показывает такой результат, то в таежном лесу покажет и подавно. Так что, народ, я был неправ. Но если сравнивать с серой стороной 66122, то серая сторона в целом выглядит поуверенней. В особенности из-за того, что прекрасно сливается с голыми стволами деревьев. Да, у EMR на видео снега, конечно, побольше. Но это не мешает еще раз убедиться в том, что на фоне голых стволов деревьев 66122 работает лучше, чем EMR. И да, зимой я все же предпочел бы использовать зимний масхалат. Что в итоге? По поводу того, есть ли в принципе смысл в масхалате 66122 по сравнению с EMR. Подытожим. Весенний период больше склоняюсь к 66122. Летний период не отдам предпочтение никому. Осенний период скорее отдам предпочтение 66122. Зимой без зимней маскировки однозначно 66122. Городская местность на фоне камней и бетона однозначно 66122. На фоне земли и песка имитация окопов не отдам предпочтение никому. Картинка через гражданский ПНВ. Если бы не монотонная серая сторона, то был бы паритет. А так выберу EMR. Исходя из вышесказанного, да, в 66122 однозначно есть смысл. Можно ли воспринимать 66122 как универсальный камуфляж? Да, однозначно. И это все, что я хотел вам рассказать в данном видео. Подписывайтесь на YouTube канал, на Рутуб канал и на всякий случай на Telegram канал. Спасибо за внимание. Пока.